Привет, дорогие друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу, как плести узором сети с двойными трубочками на четном количестве стоек с незаметным переходом на веревочку в 3 трубочки. Существует несколько способов плетения такого узора. Я показываю наиболее оптимальный и удобный способ для меня лично, и очень надеюсь, что он вам понравится и пригодится. Так что, если вам эта тема интересна, то оставайтесь со мной. Кстати, о том, как плести ситцем одной трубочкой, я показывала в предыдущем видео. Ссылку на него я оставляю вот здесь и также в описании. Итак, принцип плетения ситцем двумя трубочками практически такой же, как и плетение ситцем одной трубочкой. Здесь мы также плетем вдогонку, но есть один небольшой нюанс. Допустим, вы проплели предыдущий ряд, полностью его закрыли, и сейчас вам нужно подставить рабочие трубочки для плетения ситцем. Сделать это можно двумя способами. Первый самый легкий, вообще без всяких расчетов, подсчетов, на мой взгляд, но не совсем удачный, позже об этом скажу. Это просто подставить две пары трубочек, то есть одна у нас будет впереди идти, другая вдогонку, как и при плетении ситцем одной трубочкой. Но почему это не совсем удачный способ? Потому как вот здесь вот этот переход, он будет виден при плетении последующих рядов. Здесь будут ненужные просветы, и с изнаночной стороны очень сложно будет вот эти трубочки спрятать, подклеить так, чтобы было незаметно и красиво все смотрелось и даже с изнаночной стороны. Поэтому я для себя открыла второй способ, он для меня наиболее удобен. При плетении вторым способом мы вот эти двойные трубочки разделяем. Итак, вставляю одну трубочку рядом с этой стойкой, другую трубочку вставляю из пары рядом с этой стойкой, то есть через стойку. Сначала начинаю плести первой трубочкой, а затем вторая ее догоняет и встречается с ней в одном месте. Вот так вот. Здесь она встретилась, и там уже они вместе идут. Эту пару трубочек я также разделю по одной, но для начала я намечу место, где они будут у меня располагаться, так, чтобы было все равномерно при последующем плетении. Ну, предположительно, вот где-то вот в этом месте буду добавлять, подставлять рабочие трубочки, пока не знаю точно у каких стоек, сейчас мы будем это высчитывать. Если у вас корзиночка больше окружности, то можно даже начинать и с противоположной стороны. Итак, сразу скажу, что каких-то сложных математических расчетов я не использую, потому как очень часто в них сама запутываюсь, а считаю я довольно-таки по-простому. Итак, смотрите, а вот здесь у нас трубочка идет перед стойкой, поэтому я считаю дальше, до того момента, где я приблизительно знаю, где у меня будут располагаться рабочие трубочки. Перед, за, перед, за, перед, за, перед. Дошла до стойки, где у меня предположительно располагается рабочая трубочка перед. И вот именно сюда я добавляю рабочую трубочку за. Ну, она у меня идет рядом, но считается, что за. Но если вам не нравится такой способ подставления трубочек, то можно трубочку подставить просто за стойку, после проплетания нескольких рядов обрезать излишки с изнаночной стороны и подклеить. А вот вторую рабочую трубочку я располагаю через стойку, либо это в эту сторону, либо это в эту сторону. Тут я уже смотрю по месторасположению, чтобы была какая-то равномерность. И начинаю плести сначала вот этой трубочкой, как бы уже вдогонку, затем ее догоняет эта, с ней встречается. Вот здесь она с ней встретилась, и здесь они уже вместе начинают плетение. И смотрите, что происходит. Вот они догнали первую пару. Далее перед стойкой получается за стойку. То есть наши подсчеты оказались верны. Где у нас было перед стойкой, получилось за стойкой. Начинаем плетение ситцем двойными трубочками. Продолжаем в смысле. Итак, первая пара у нас идет впереди. Вы можете также плести вдогонку. Сначала один виток сделаете, вдогонку второй виток. Но я плету это вот такими периодами. То есть сначала я проплетаю первой парой. Мне так удобнее держать стойки прямо.
Здесь можно нарастить. Нарастили, плетем дальше. Вот у нас вот эта пара трубочек, то есть это первая пара дошла до расположения второй пары. И здесь у нас идет все шахматкой, то есть то, что было здесь у нас перед стойкой, эта пара располагается за стойкой. То есть наши подсчеты оказались верны. В этом месте догоняет нашу вторую пару, первая. Вот такой ситец получается. Здесь уже плетем этой парой. Конечно, плести ситцем, тем более двойным, лучше всего по форме. Таким образом у вас стойки не будут гулять. Но если вы плетете, вот как сейчас я, без формы, то обязательно следите за тем, чтобы стойки у вас оставались ровными, прямыми. Для этого я стойку поддерживаю с изнаночной стороны, вот ту стойку, перед которой идут рабочие трубочки. С изнаночной стороны поддерживаю и охватываю. И таким образом она у вас не смещается, то есть она у вас внутрь уже не направляется. То есть сначала я плету одной парой, потом догоняю следующей парой. И так далее до того момента, до которого мне нужно. Сколько рядов, например, рядов 6 или рядов 8. Ну, тут уже все индивидуально, исходя от узора, который вы запланировали. Стараюсь показать вам плетение с разных сторон, с разных ракурсов. Надеюсь, мне это удается сделать. Так, и здесь догоняем этой парой. Друзья, я проплела именно столько рядов, сколько мне нужно. Вот что у нас с вами получилось. Вот такой симпатичный ситец. Кстати, на двойных стойках он бы смотрелся еще более эффектно. И я остановила плетение именно в тех местах, где мы с вами подставляли изначально рабочие трубочки. Вот здесь вы видите. И вот здесь вот. Тут тоже пара трубочек у нас расположена напротив этих мест. И именно сейчас можно уже прекращать плетение ситцем, закрывать ряд или переходить на веревочку в 3 трубочки, что, собственно, я и сделаю. Посмотрите, где я остановила плетение вот этой пары. Я остановила ее прямо у той стойки, за которую мы подставляли рабочую трубочку одну. А вторая рабочая трубочка у нас была подставлена за этой стойкой, то есть через одну. Именно здесь я остановила вот эту пару. Теперь что я делаю? Я обрезаю вот в этом месте трубочку верхнюю за стойкой, вот таким вот образом. А эту трубочку я проплетаю еще перед одной стойкой за следующей и обрезаю ее вот там.
То есть вот отсюда я начинаю плетение веревочки в 3 трубочки. А здесь делаю практически то же самое. Здесь у меня пара расположена именно у этой стойки, за которую у нас подставлялась рабочая трубочка. А следующая рабочая уже была подставлена через стойку в этом месте. Здесь делаю то же самое, но здесь я буду подклеивать вот эти рабочие трубочки с изнаночной стороны, поэтому обрезаю я их наиболее незаметно, для того, чтобы потом подклеить. Одну трубочку верхнюю обрезала, а второй проплетаю еще одну стойку, и через одну стойку вот за следующей я ее тоже обрезаю. На самом деле можно и отсюда начать переход на веревочку в 3 трубочки, именно с этого места, а можно и с этого места. Это как вам удобно. Если мы с вами посмотрим на уровень по высоте, то эти места у нас одинаковой высоты, поэтому что отсюда вы начнете плетение веревочки в 3 трубочки, что отсюда, разницы не будет никакой. Так, эти трубочки я нарастила на трубочки другого цвета, чтобы на камеру было лучше видно место перехода. И так как мы плетем с вами веревочкой 3 трубочки, то я добавляю третью вот за эту стойку. И начинаю плетение веревочки в 3 трубочки. Таким вот образом у нас веревочка в 3 трубочки плетется. Вот в этом видео я очень подробно показываю процесс плетения веревочки в 3 трубочки и всякие такие переходы с прямой на обратную веревочку. Да, кстати, не забывайте заглядывать в описание, там всегда много нужной полезной информации о моих трубочках, а также разные ссылки на интересные мастер-классы. Так вот мы с вами плетем. Наращиваем здесь рабочие трубочки. Здесь вы можете наблюдать изнаночную сторону, но я ее покажу обязательно, что там происходит у нас. Как выглядят все наши переходы и с изнаночной стороны тоже. Так, вот дошли мы до начала. Там, где у нас с вами рабочая трубочка, от веревочки в 3 трубочки уже выходит. И мы можем перейти на следующий ряд, можем закрыть и сделать загибку. Ну, тут уже в зависимости от стиля вашего изделия, от узора, который вы выбрали. Будете ли вы его заканчивать сейчас или будете еще плести ряд, это уже ваше личное дело. Вот таким образом мы закончили веревочку в 3 трубочки. Друзья, смотрите, какой красивый ситец с двойными трубочками у нас получился. Вот здесь у нас было место перехода от ситца к веревочке в 3 трубочки. Посмотрите, практически ничего не заметно. А здесь у нас было место, где мы с вами обрезали трубочки от ситца. Тоже практически ничего не заметно. Единственное, что вот здесь срез виден чуть-чуть. Но после того, как его подклеим, подтянем само плетение, ряды аккуратненько, ничего не будет видно. Это вид у нас с изнаночной стороны. Также нигде не видно, что торчат какие-либо трубочки. Все аккуратненько подклеивается, за это даже можно не переживать. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и было полезным и было понятным. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, пишите ваши вопросы в комментариях, если они будут, ваши отзывы. Мне будет очень интересно почитать и с удовольствием с вами пообщаюсь, отвечу на любые ваши интересующие вопросы. Желаю всем вам легкого плетения, вдохновения, подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями, так вы помогаете каналу развиваться и распространять этот вид рукоделия и дальше. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!